Меня зовут Наталья, фамилия Пшеняник, я активист с города Луганска, являюсь руководителем Луганской областной организации политической партии «Гражданская оппозиция», одновременно помощник народного депутата Украины Анатолия Гриценко. После того, как этот лайнер был сбит российскими боевиками, была необыкновенная радость. Я хочу подчеркнуть, почему я об этом говорю, потому что именно село Грабово, над которым был сбит лайнер, оно находится по соседству с Луганской области, то есть, по сути, город Красный Луч и его, так сказать, предместье находится по соседству с селом Грабово. Поэтому наши активисты там живут, и, в общем-то, они знают тех и примкнувшим к российским боевикам сепаратистов, террористов, которые именно жители города Красный Луч, которые непосредственно, так сказать, принимали участие в этих событиях. Трудно сегодня сказать, с какой конкретно точки был произведен выстрел, так как машина БУК, с которой был произведен выстрел, она не может находиться более получаса в одной точке, поэтому она постоянно перемещается. Но до трагических событий уже информация была среди жителей о том, что 3 таких машины зашли на территорию Луганской области. Сегодня о судьбе остальных 2 никто никогда не говорит, но тем не менее такая информация была среди боевиков, и она была уже известна мирному населению, что БУК они им прислали, и что вот у них есть такое оружие, которое может поражать на очень высокой, огромной высоте движущиеся цели, то есть террористы были счастливы от того, что они сбили самолет. Они, конечно же, считали, что это украинский транспортный самолет, но только уже, так сказать, после того, как они в эту цель попали, это было зафиксировано на радарах их техники, им стало это известно, это была невероятная радость, ликование, можно даже сказать, по этому поводу. Но ровно до того момента, когда они поняли, что это не военный самолет, когда уже тела начали падать, и террористы поняли, что это не военный самолет. И вот после этого с Москвы пришло указание, поскольку произведен был обмен информацией, соответственно, молниеносно, и с Москвы пришло указание, это опять же по информации местных жителей и непосредственно участников боевых подразделений, вот этих бандитских боевых подразделений, о том, что поступило указание с Москвы немедленно всем, кто что-либо знал об этой информации, закрыть рот и под страхом расстрела, я повторяю, расстрела, на эту тему больше никогда не говорить и не обсуждать, и не рассказывать о том, что действительно они сбили этот самолет, и о том, что это они хотели сбить, так сказать, украинский военный самолет, но так случились обстоятельства, что самолет был сбит. На сегодняшний день уже понятно становится, что включились пиар-технологи Москвы, и сегодня уже на территории Украины распространяются слухи так же, как и на территории Российской Федерации, самые невероятные слухи. Вот, например, мы видели такой репортаж о том, что непосредственно в Москве, когда берут у людей интервью, из 10 человек 9 ответили о том, что это украинские военные сбили малайзийский лайнер, но при этом они хотели сбить самолет, в котором летел Путин. То есть мы уже поделаем выводы, что такая технология, такая ложь провокационная распространяется российскими СМИ среди своего населения. Нашему населению подкидывается совершенно другая технология, то есть здесь начинается вообще какой-то полный бред, сумятица для того, чтобы люди вообще просто не могли понять, что же наконец произошло. И именно поэтому сегодня не допускаются террористами эксперты в зону действия, так сказать, для того, чтобы не нашли обломки этого БУКа, чтобы не выяснили, кто произвел это оружие. Конечно же, сейчас все эти следы заметаются, зачищаются, и до тех пор, пока они это все не зачистят и не уберут, я думаю, и не пустят экспертов на эту территорию.